Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе происходят события, которые напрямую затрагивают политику, экономику и будущее миллионов людей. Вы узнаете, почему новые миграционные центры не оправдали ожиданий, какие неожиданные планы готовит Volkswagen, что происходит с рынком аренды жилья в Берлине и как электромобили могут превратиться в запас энергии для всей страны. Я разберу, почему Евросоюз рискует сорвать собственный климатический курс, почему немецкие клиники оказались в тяжелой ситуации и к чему приведет спор Фридриха Мерца о социальных выплатах. Обо всем этом в сегодняшнем обзоре. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить самые важные последние новости. Итак, с марта этого года в Германии начали работать два центра, так называемые Дублин-центры. Один в Гамбурге, другой в Азенгютенштадте, Бранденбург. Их задача ускорить возвращение людей, которые уже зарегистрированы в другой стране Европы и чьи заявки на убежище должны рассматриваться там. Но спустя почти полгода результаты получились очень скромными. В Бранденбурге в центр попали 72 человека, но только 5 удалось вернуть в Польшу. Остальные либо покинули центр самостоятельно, либо оказались под церковным убежищем. До возвращения фактически не дошло. В Гамбурге картина несколько лучше. Из 75 человек 38 были переданы в другие страны. Но и это меньше, чем ожидалось. Причина провалов разная. Например, в Бранденбурге власти объясняют, что усиленные проверки на границе и процедура возвращения приводят к тому, что большинство людей даже не попадают в центр. Они просто остаются вне его досягаемости. Именно из-за этого Дублин-центр теряет эффективность. Эксперты уже второй раз обращают внимание, что хотя создание таких центров хорошая идея, на бумаге, на практике она не работает из-за административных и правовых препятствий. Даже плотно работающие процедуры, согласования и обмен данными между странами – все это не гарантирует результат. Число реальных возвращений остается низким. И это еще не все. До сих пор компания Volkswagen предлагала только крупные электромобили, но ситуация меняется. К 2027 году компания выпустит 4 компактные электрические модели. Первой появится версия ID Polo и его GTI-версия уже в первой половине 2026 года. Затем последует ID Cross, компактный кроссовер с запасом хода до 420 км. И в 2027 году появится еще меньшая модель под названием ID Everyone. Таким образом, Volkswagen активно продвигает по сути электрификацию. Компания уже работает над доступными компактными электромобилями, надеясь укрепить лидерство в Европе и завоевать новые рынки. И еще одна важная новость в продолжении экономики Германии. После месяцев спадов и неопределенности немецкая автомобильная отрасль впервые снова всерьез заговорила об улучшении ситуации. По данным института ИФА, в августе индекс делового климата поднялся до 15,5 пункта по сравнению с июльским 23. Это второй подряд месяц роста, хотя показатели по-прежнему остаются отрицательными. Особенно выросло число заказов на электромобили. Спрос на них достиг рекордных значений в первом полугодии. Но не все так однозначно. Авторы опроса предупреждают, сохраняются трудности с экспортом, особенно на американский рынок. С недавним снижением пошлин до 15% ситуация должна улучшиться, но пока отрасль настроена осторожно. Сегодня наблюдаются первые признаки оживления в отрасли, растет оптимизм, улучшаются текущие показатели и перспективы, а электромобили становятся драйвером роста. Тем не менее, тревожит то, что ситуация остается хрупкой, сохраняются риски и большинство индикаторов все еще в минусе. Но давайте посмотрим на новости по аренде недвижимости в Германии. Эксперт по недвижимости профессор Клаус Петер Хиллебранд объясняет, главными причинами жилищного кризиса в Берлине являются две ключевые ошибки. Во-первых, на протяжении многих лет действовала слишком жесткая политика контроля арендной платы и борьба, скажем так, с жирными арендодателями. Это отпугнуло инвесторов и строительные компании. Предложение жилья не росло, а ожидалось обратное. Когда инвесторы уходят, новых домов просто не строится. Во-вторых, бюрократия в Берлине работает слишком медленно. За выдачу разрешений на строительство отвечают десятки ведомств, и каждая задерживает процесс. В результате даже потенциальные проекты по строительству новых квартир не запускаются или реализуются слишком долго. Эксперт предупреждает, если ситуация не изменится, нехватка жилья продолжит усиливаться, городу нужно быстрее выдавать разрешения и создавать условия, в которых инвесторы и строители увидят смысл работать, а не отворачиваться от рынка. Только так можно заполнить острый дефицит доступного жилья для берлинцев.
А дальше важная новость в Германии. Генеральный директор энергетического подразделения компании E.ON Филипп Тон рассказал о значительном потенциале электромобилей как средств для стабилизации энергосети. Если в Германии 60% батарей электромобилей ночью будут доступны для отдачи энергии в общую сеть, получится около 8000 мегаватт-часов, достаточных для снабжения электричеством 2,5 миллиона домов с 17:30 вечера до 5:30 утра. Именно в эти часы наибольшая нагрузка и минимальное поступление солнечной энергии. Это эквивалент мощности примерно 2,5 крупных газовых электростанций. Нужна соответствующая умная зарядная инфраструктура, чтобы аккумуляторы электрокаров могли как получать, так и отдавать заряд. Пока что такие системы остаются в стадии пилотных проектов, а массовое применение требует решения юридических, технологических и тарифных вопросов. Например, специалисты, включая представителей ТУВ и потребительских организаций, указывают на потребность в единых стандартах и понятных рыночных правилах. Вывод. Электромобили могут стать весомым резервом энергии для сети именно тогда, когда она особенно необходима. Ночью. Для этого нужно наладить соответствующую инфраструктуру и урегулировать технические и юридические детали. И это еще не все. В Евросоюзе все громче звучат опасения, что план по превращению Европы в зеленый континент может провалиться. Причина в том, что денег на развитие чистых технологий и переход к возобновляемой энергии выделяется слишком мало. Вместо этого многие страны продолжают поддерживать уголь, нефть и газ. Исследователи отмечают, что Евросоюз фактически идет в обратную сторону. Закупки ископаемого топлива даже растут, в том числе и из Соединенных Штатов Америки. Это противоречит цели сократить выбросы и постепенно отказаться от грязной энергетики. Эксперты предупреждают, если ситуация не изменится, Европе придется крайне сложно выполнять свои климатические обещания и провести масштабную перестройку экономики. И еще важная новость. Немецкие клиники переживают серьезные финансовые трудности. По данным годового исследования компании Roland Berger в 2024 году 3 из 4 клиник, а это около 75%, завершили год с убытками. Среди государственных больниц ситуация еще хуже. Практически 90% оказались в красном. Это резкий рост потерь. Еще год назад приблизительно половина учреждений работали с прибылью. Некоторые лечебные учреждения столкнулись с очень крупными дефицитами, свыше 100 миллионов евро. Даже сильные муниципальные больницы начали испытывать давление. Простаивающие долги накапливаются, ресурсы истощаются. В то же время число банкротств оказалось ниже ожидаемого. Многие города и регионы переформатируют бюджет, чтобы поддержать здравоохранение. Но эксперты считают, что впереди неизбежные изменения, возможно слияние клиник, закрытие некоторых отделений и развитие амбулаторной помощи. Согласно оценке, для обновления такой инфраструктуры, IT-систем и цифровых технологий больницам потребуется около 130 миллиардов евро инвестиций. Это суммы гораздо больше, чем предусмотрено государственными программами, включая фонд в 50 миллиардов евро. И еще одна новость, которая показывает раскол в правящей коалиции Фридриха Мерца. В Германии началось оживленное политическое обсуждение по поводу социальной политики, в центре которого предложение о сокращении социальных выплат. Представители правящей коалиции, в частности представители Христианско-демократического союза ХДС, заявляют, что система перераспределения средств несправедливо нагружает трудящихся. По их мнению, люди, которые усердно работают, платят высокие налоги и взносы, но при этом получают мало взамен. Кай Витекер, представитель Христианско-демократического союза ХДС, подчеркнул, что необходимо провести масштабную реформу социальной системы. Он отметил, что текущая ситуация опасна и требует немедленных действий со стороны коалиции. По его словам, коалиционное соглашение является хорошей основой для изменений, но для реальных преобразований нужны более решительные шаги. В ответ представители социал-демократической партии СДПГ выступили против предложения сокращений. Они считают, что такие меры могут привести к социальной несправедливости и усилить неравенство. Канцлер Фридрих Мерц также поддержал идею сокращения социальных выплат, в частности, предложив заморозить размер базового дохода. Он отметил, что это может стать важным сигналом для общества о необходимости пересмотра социальной политики. Предстоящие обсуждения в коалиционном комитете обещают быть напряженными. Ожидается, что стороны будут искать компромиссы, чтобы сбалансировать интересы трудящихся и необходимость реформирования социальной системы. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.